Как завещал отец сыну. Чича — это класс. Ребята, чича — это класс. Надо брать. Надо брать. Итак, я понаехал на родину Пабло Эскобара, самого знаменитого драгдилера этой планеты. А точнее, в столицу Колумбии, город Богота. Надеюсь, после этого видео вы узнаете больше, чем вы знали до этого, о Колумбии и об этом городе. И решите для себя, хотите ли вы его посетить, или ну его к черту на родном райончике куда веселее. Решайте сами, думайте сами, лететь или не лететь. Перелет у меня занял всего 2 часа из Доминиканы. Ну, вот здесь так все серьезно. До сих пор везде ковидные меры. Все должны быть в масочках. То есть сейчас я ее налеплю и пройду миграционную службу. Надеюсь, пройду ее быстро. Первым делом по приезду мы взяли сим-карту местную, подключились к инету и вызвали себе Uber. Uber обошелся в $5 до нашего отеля. Отель где-то в центре находится. Можно, конечно, было добраться на 2 автобусах, но автобусы непонятно сколько стоят. И ехать надо было час, а на такси буквально 15 минут. Супер Убер молниеносно домчал нас до нашего отеля. Закинув вещи в отель, мы отправились изучать центр города. Но вообще после Доминиканы очень современный город. Везде светофоры, куча такси, куча транспорта. Полиции, правда, тоже хватает. Но присутствует море граффити. Ну, вообще прям вот как здоровенный мегаполис. Кстати, население Боготы около 8 миллионов жителей. То есть это 1/6 часть населения страны. Весь город окружает гора Монсеррат. Идет таким полукругом вокруг города, создавая прекрасные виды с любой точки города. Выглядит душевненько. Название города происходит от слова «баката», что означает «поле болот» на местном языке чипча. Богота была основана испанскими завоевателями в 1538 году на месте древнего индейского города. То есть здесь уже было поселение, город возник не на пустом месте. Богота славится своей архитектурой. Начиная от колониальных зданий, таких как кафедральный собор и здания муниципалитета, буквально через пару минут вы их увидите, до современной архитектуры больших небоскребов. Также в городе очень много музеев, несколько из них мы посетили, и вы также увидите их в этом видео. Также город славится своей кухней, где переплетены традиции испанской кухни, африканской и индейской. Хотя Богота и находится в тропической зоне, климат здесь довольно-таки прохладный и влажный. А все потому, что город находится на высоте 2500 метров. И до приезда сюда я гуглил климат и погоду в этом городе, и оказалось, что октябрь и ноябрь был супер дождливым, просто каждый день шел дождь, и здесь прям были потопы, и вся Богота была затоплена. Но буквально за пару недель до нашего приезда все закончилось, и мы прибыли, когда уже дождей не было. Как я уже говорил, в этом видео вы увидите архитектуру города, достопримечательности. Оказались мы здесь в канун Рождества, так что увидите кадры, как Рождество празднуется в Колумбии. Также увидите простые улочки, ночную жизнь, районы граффити и много-много чего интересного. Так что досмотрите это видео до конца, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал. И давайте начнем наши приключения. Ну, первым делом я себя здесь чувствую прям великаном. Big in Japan. То есть колумбийцы довольно-таки маленького роста, насколько я понял. Ну и я вот набрел на такой развал в стиле города Санкт-Петербург, станция метро Удельная. Там с советских времен выкладывают такие развалы. А тут, видимо, вот мы на местной набрели воскресный. То есть всякую чушь кидают, всякую всячину древнюю. Прям, не знаю, любой талисманчик с шляпами себе взять. Какая тут машина из сахарного тростника делает сок. А вы говорите IT-технология. Вот тут дизелек выжимает вам сок.
Все-таки нелегкий это труд. Две ноты играет там. Они все стараются. Немного прогулявшись по центру города, мы отправились на поиски еды и набрели на замечательное хипстерское веган-кафе. Все мои знакомые пугали меня, что в Южной Америке будет трудно достать вегетарианскую еду. Скажу на своем опыте, в Доминикане были небольшие проблемы с этим делом, но вот в Боготе полным-полно веганских, вегетарианских кафешек, да и в простых кафешках есть всегда опции. Сделали, кстати, отличное заведение, называется Квинлаю Маранто. Ну, как-то так, да. Одним словом, это еще одно веганское заведение здесь. Очень приятно кормят, очень много кормят. И цена очень даже душевная. Одним словом, мы на двоих потратили меньше 10 евро на двоих потратили. Шикарно. Всем рекомендую. Как завещал отец сыну, сын, главное, что ты должен усвоить в этой жизни, это белки, жиры и углеводы. Вот я закинул в топочку жирков, белков и углеводов и двигаюсь дальше путешествовать по Боготе. Спустя какое-то время мы вышли на центральную площадь Боготы, Плаза де Боливар, на которой находится кафедральный собор Примада де Колумбия, по которому мы прогулялись. Также на площади находится Капитолио де Националь оф Колумбия. Как оказалось, это здание Конгресса, и в него так просто не пускают. Но снаружи выглядит монументальненько. Итак, кафедральный собор Боготы является одним из старейших соборов Южной Америки. Он был построен в XVI веке на месте до Колумбовского храма, и в его строительстве принимали участие местные жители племени Муиско. Вход в собор бесплатный, и любой его может посетить. Собор относится к римско-католической церкви и посвящен непорочному зачатию. Является самым важным религиозным объектом Колумбии. Сочетает в себе элементы барокко и неоклассицизма. Выйдя из собора, неожиданно нарвались на напиток из листьев коки. ¿Pudieron oler? ¿Puedes probarlo? ¿Podemos? ¿No? ¿Con licor o sin licor? ¿С ликером или без ликера? Еще и с ликером можно? Наверное, Con licor, con aguardiente, ron o whisky. Рон. ¿Cuánto vale con ron? 8.000. 8.000. 8 тысяч? Хочешь? 8 тысяч с ромчиком? Да. Ну, давайте с ромчиком кутить, так кутить. ¿Uno? Uno, por favor, sí. Ну, там же с листьев коки, так еще и ¿Está bien si grabamos como antes? Vale. еще и с ромчиком. Отлично. О, что-то начинается. Ничего себе, он там рому налила полстакана. Ну, пацаны, я не знаю, веселый у меня вечер сегодня. Вау. ¿Qué tiene? Mezcala. Вау. Ну что, Виктория, что скажете? Ну, сейчас. Очень похоже на... Как будто в глинтвейне полили немножко ликерчика. Но очень вкусно. Это реально вот в такие вечера, когда холодно, просто кайф. Ну, Алексей Александрович, на здоровье. Будем, ребята. Вау. Марюсик, привет. Из Колумбии. Буквально в 5 минутах ходьбы от центральной площади находится музей Ботеро. Музей расположен в историческом районе Ла Канделария, в красивом здании колониальной эпохи, которое когда-то использовалось как дворец архиепископа. Ботеро – это всемирно известный колумбийский художник и скульптор. Его работы можно найти в Елисейских полях в Париже, либо на Парк-авеню в Нью-Йорке.
Известен Ботеро своим стилем в скульптуре и в художественных работах. Стиль у него, так сказать, рисовать и изображать людей с пышными формами. И этот стиль изображения начали называть ботеризмом. Родился автор в городе Медельин, Колумбия, который, кстати, я посетил, так что следите за выпусками на моем канале. В Медельине, кстати, есть парк скульптур этого автора. Это, кстати, автопортрет Ботеро. А это тот самый Пабло Эскобар. Ботеро также пожил в Нью-Йорке, в Европе. В данный момент он, по-моему, проживает в Париже. Был он участником множества различных выставок и конкурсов и выиграл много международных наград. Также он известен своей благотворительностью. Он учредил много благотворительных фондов в поддержку искусства и образования Колумбии. Именно этому музею он подарил более 100 своих работ и также более 80 картин из своей личной коллекции, куда входили произведения Шагала, Пикассо и Раушенберга. Своему родному городу Медельин он подарил 23 скульптуры своих работ, и теперь в этом городе имеется площадь Ботеро, где вы можете лицезреть эти скульптуры. Также вы их увидите в моем следующем видео. Вечерело, и мы решили приобщиться к ночной жизни Боготы. Тут же в старом центре города среди маленьких улочек затесался пати-райончик под названием «Зона Роса» с различными клубами, барами, ресторанчиками и уличными стендаперами и продавцами всякой всячины. Одним словом, стильно, модно, молодежно. Hola, Hola, hola. ¿restaurante o chicha? Chicha, что такое чича? What is it, chicha? Chicha. ¿Qué es eso? ¿Pero eso es alcohol это o qué? какое-то пойво местное. Алкоголь? Чича, No. это местное. Alcohol no. ¿No es alcohólico? No, esta no. Esta no. ¿Y cómo que se hace? De maíz. Ok, es de maíz, entendido. ¿Cómo se hace? Se hace como... ¿Cómo se produce la chicha? Se la dejan fermentar. А, se la fermenta. Sí. Нет, это все равно ферментированное, это отсюда. Не факт, кефир тоже. Окей. Вау. ¿Qué tal? ¿Rica? Yeah, ¿Delicious? I love it. Yeah, супер. Good? Oh, Bueno. Gracias. Nosotros, francesa. How much is it? Как оказалось, чича – это местный традиционный напиток, который пьют от мала до велика все. И каждый кафе или ресторан имеет свою особенную чичу. Это продукт собственного брожения, изготовленный из кукурузы и сахара с добавлением различных соков. 15,000. 15 o a 20. Окей. 15 или за 20? 15 или за 20? Тысяч? Да. Ну, давай попробуем. Рыбзи. Интересный вкус. Игристый сок. Да, игристый сок. Как он называется? Чича. Чича. Да. Чича это класс. Это чича это класс. Надо брать. Окей. Надо брать. В этой зоне присутствует большое количество полицейских, поэтому она довольно-таки безопасная, освещенная, и здесь много людей и туристов. Здесь вы себя будете чувствовать довольно-таки безопасно. Но вот отходить дальше от этой зоны в темное время суток по неосвещенным улочкам и в одиночестве лучше не бродить. При наступлении темноты даже центральные районы начинают выглядеть довольно-таки опасно. И нужно смотреть в оба и следить за своими вещами и вообще как-то не встревать. Ну, самое безопасное перемещаться на Uber, то есть вызывайте Uber из любой точки и вас довезут до вашего отеля в целости и сохранности. Стоимость Uber обходится здесь где-то от 2 до 4 евро по всему городу практически. Но мы вот решили пойти домой пешочком. И заодно вот я немного поснимал вам улочки, но камеру я доставал с опаской, если честно. Классический вечер в Боготе.
То есть с улицы выглядит вот так вот. Одна из центральных улиц Боготы. Вон братва отработала и прет на базу. Продавцы, уличные торговцы. У меня уже стало доброй традицией в любой стране, куда я приезжаю, посещать магазины футбольных местных команд и покупать себе что-нибудь из атрибуции. Вот я наехал на местный стадион города Богота. Тут играет 2 футбольных клуба. Я надеюсь, магазин одного из них будет открыт. И я что-нибудь себе там прикуплю. Первым делом идем в магазин клуба Санта-Фе. Мы на этом районе, кстати, остановились. В честь этого района называется клуб. Такой небольшой магазинчик вообще. Небольшой магазинчик, да? Удяйки женские. Это название Индепенденса. Санта-Фе. Это полное название клуба. Штанишки, футболочки. Сама форма-то где? А вон кепочки, смотри, какие у них. Кепочки довольно-таки прикольные. Да, сейчас мы кепочки заценим. Короче, вот я подзатарился в магазине Санта-Фе местного футбольного клуба. В следующих видео вы меня, видимо, увидите в другой кепочке. Это уже стало старенькой. А вот здесь, буквально в 100 метрах от Санта-Фе, магазинчик клуба Миллионарис FC. Миллионарс. То есть клуб миллионеров. И что-то он, походу, сегодня закрыт, либо куда-то переехал. Нет, он сегодня не работает. Сегодня не работает? Да. Ну, короче, им не повезло. Буду я ходить в Санта-Фе. Такое граффити громадное с вопросом, кто их убил. И девушка в балаклаве рядом со стадионом. Эль Кампио. Город Богота это большущий, здоровенный город. В нем население около 8 миллионов. Но, как ни странно, в нем отсутствует метро. И сами можете представить, какой может быть трафик в городе, в котором нет метро, и в нем проживает 8 миллионов. Но правительство города нашло выход. Это так называемый метробас. Вот так вот он выглядит. То есть, одним словом я не говорю, у автобусов довольно-таки длинных, помните, как икарусы были такие? Из 2 частей гармошка такой икарус был, да, в нашем детстве. То здесь бывают даже тройные такие длинные автобусы ходят. Видите, у них выделенная полоса, такая двойная с 2 сторон. И она ограждена бордюром, то есть туда даже при желании никто не сможет заехать. Я пару раз видел там скорую помощь. Вот как раз таки тройной такой икарусик проехал. Но, правда, вот мотоциклетка, это полиция. Полиция такая зеленая выглядит. Полиция и скорая помощь может заезжать на эти линии. Но все остальные даже физически, видите, не могут туда заехать. Поэтому автобусы ходят довольно-таки быстро. Несколько линий по всему городу проходит. Ну, сейчас попробуем и мы прокатиться, как оно изнутри. Видите, такие закрытые станции, и практически как метро выглядит внутри, я думаю. Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит станция. На входе оплата, сейчас узнаем сколько. Ну, а внутри выглядит прям как станция метро. Такие же ворота, правда, они всегда открыты. Полиция присутствует. Несколько дней назад я видел, как полицейский просто остановил человека вот в такой станции и давай обыскивать его среди бела дня. Милые полицейские решили нам помочь купить билет. Что говорят? Ну давай, пофиг, купи. Pero ¿cómo fueron? Да? Вот и говорю. О. Полиция ругательство бесплатно прошла. Полиция тебя пропустила.
Me too? Yeah? Thank you very much. Oh, thank you. Полицейские помогли нам, но у них, походу, проблемы теперь. Мы готовы заплатить. Окей, thank you. Браво. Подошли полицейские и помогли нам пройти бесплатно. Но теперь там контролер ругается на них. Довольно-таки длинная станция, прям несколько полицейских. Там он еще двое, смотри, стоят. Есть. Ну, такая история. Копы нам помогли на халяву проехать в автобусе. Но вообще проезд стоит, я что-то посмотрел, около 2000 местных тугриков. То есть это где-то треть от евро. То есть где-то 30 центов. 30-40 центов. Вот наш автобус приехал. Такой вот заход здесь. Он так быстренько. Зачем? На остановку. Ну что, я держать, хватит. Ну, автобус прям как наши карусы. Такая же гармошечка. Метробус был открыт в 2000 году и имеет несколько линий, при этом покрывая практически весь город. Как вы видите, имеются развязки специальные для метробуса, чтобы он не застревал в трафике. Для местных жителей, естественно, имеются различные тарифные планы для пенсионеров, студентов и так далее. Ну а для туристов метробус полезен тем, что он работает круглосуточно. Первые впечатления у меня такие, что за 5 минут мы проехали через весь город. То есть этот автобус несется быстрее, чем любая электричка, такое впечатление. Вот мы сейчас на пересадочке пересядем на другую ветку и доедем до центра. Другое впечатление – это копы. Вообще уровень развития страны для меня вот так визуально выглядит как 90-е у нас, да? Везде рынок, везде все продают, какую-то тряпью китайское и так далее. Но к нам подошли копы, помогли добраться, рассказали, как проехать. Все так мило было. Пропустили нас бесплатно в метро. Но вот я вот представляю, в 90-е в Питере, допустим, приезжают какие-нибудь финны навестить Питер. И я думаю, для русских копов метро это просто прям мишень такая, просто ободрать этих людей. Но здесь как-то так все мило получилось. Нас бесплатно провели в метро и рассказали, как добраться. Прям супер. Кстати, всем любителям фильмов о будущем и антиутопических романов в стиле 1984 Оруэлла очень понравится Богота. Я бы сказал, Богота идет впереди планеты всей, так сказать. Почему? Потому что Богота разделена на 6 районов, и все эти районы распределены по уровню жизни. Одним словом, в первом районе живут самые нищие люди. Они живут, в принципе, в трущобах, не платят налогов. Но и, собственно, это очень опасные районы. Туда даже полиция боится суваться, суется только на бронетехнике и полностью вооруженными, и то иногда. Так что в эти районы лучше не заходить. Район 2 и 3 – это такой районы рабочего класса. И третий район, кстати, это исторический центр. То есть днем здесь ходить вот так вот с камерой вроде как бы вполне спокойно вы можете. Но вот вечерком, когда я выходил, здесь уже как-то так боязно вытаскивать эту камеру. Я ее вытаскивал только изредка, потому что тут народ такой ходит полупьяный, что как бы так, как бы не встретиться кулаками с кем-то. Тем не менее, есть районы 5 и 6. Там живут все сливки, так сказать, общества. Всемирно известная... как ее зовут-то? Шакира. Как? Шакира. Шакира. Вообще жена Пике. Шакира. Так, погоди. Тут также, если говорить о районе 5 и 6, здесь живут все сливки общества. Живет всем известная звезда Шакира. Проживает в районе 6,5. Различные футболисты там проживают, и бывшие президенты и так далее, да. Говорят, этот район очень зелененький, и там тишина и спокойствие. Не знаю, дойду я до туда или нет, но, тем не менее, вот так вот выглядит социум в городе Богота. Одним словом, спросив у человека, с какого он района, вы все о нем поймете. Ну и, собственно, я думаю, Богота подойдет тем людям, у кого нет смысла
в жизни. Здесь вы найдете смысл жизни точно, и смысл вашей жизни может стать, так сказать, переход из одного района в другой. То есть не упасть районом ниже и подняться районом выше. И то же самое, наверное, предстоит вашим детям, проживающим здесь, найти свой путь в район выше уровнем. То есть вот такой сюрреализм, такое будущее в Боготе. Вот мы и добрались до главной достопримечательности города Богота. Это храм Монсеррат, который находится на одноименной горе Монсеррат, которая обрамляет город с северной стороны. На эту гору можно забраться несколькими путями, собственно, пешочком. Возможно, я думаю, на такси, но основной и более такой интересный вид – это вот этот фуникулер с видом на весь город. Фуникулерчик, сейчас вот мы на него пойдем. Правда, видимо, придется оставить очередь. Посмотрим, как долго это займет. В очереди мы стояли буквально 15 минут. Стоимость проезда туда-обратно выходит порядка 5-6 евро на одного человека. И, как оказалось, есть два вида транспорта наверх. То есть это канатная дорога, и этот трамвайчик ходит редко и по определенным часам. В основном это вечером. А другой это, так сказать, такой трамвайчик, который везет вас наверх. Мы пришли в 11 утра, в это время работает только трамвайчик, так что выбора у нас не было. Берем трамвайчик. Из трамвайчика открывается великолепный вид на город, благо крыша в этом трамвайчике сделана прозрачная. Идет трамвайчик наверх порядка 10 минут. На вершине вам первым делом открывается великолепный вид на весь город и чудесный парк, или можно назвать сквер, со скамеечками и с видом на город. Храм находится на высоте 3200 метров над уровнем моря и был построен в 1657 году. И является самой популярной достопримечательностью Колумбии. Храм представляет собой прекрасный образец колониальной архитектуры с элементами барокко. Фрески, витражи, скульптуры, одним словом, все включено. Храм Монсеррат имеет большое культурное и историческое значение для Колумбии, так как в прошлом он являлся местом паломничества для католиков. Собственно, на высоте 3000 метров тоже имеется рынок в Боготе. Видимо, здесь это традиция всем все везде продавать. Конечно, много туристического графа, которые в городе вы можете купить в 2 раза дешевле. На Монсеррате вы увидите множество ресторанчиков, кафешек, которые вам предложат попить и поесть. Вот мы взяли 2 сока манго, каждый по 3 евро. Красота здесь, ребята, неописуемая, так что если у вас будет возможность посетить это место, вы просто обязаны его посетить. Конкистадоры посещали Колумбию не только из-за листьев коки, но и из-за золотишка. И мое путешествие было бы неполноценным, если бы я не посетил музей золота. То есть отправляюсь в музей золота, посмотрим, что это и с чем это едят. Вход в музей, как видите, составляет всего 4000 местных песо. Это меньше 1 евро. Если что, ребята, мотайте на ус, где много золота. Если что, адресок я снизу подпишу. Музей в Боготе является также одним из самых важных археологических музеев в мире, посвященный древним культурам. Музей находится в здании, которое было специально построено для этого музея в 1939 году. Это здание было построено в колониальном стиле, чтобы не портить внешний вид старого города. Вот такие вот масочки одевали на мертвых. Видимо, кто-то могилку раскопал. Ну, прям по-любому местный вождь носил. В музее находится около 55 тысяч золотых экспонатов. Также большое количество экспонатов из керамики и
предметов быта древних культур Колумбии. Ну, слушайте, если это на сисечнике, то это как-то не моя страна. Вот так вот местные религиозные лидеры одевавлились в те старые времена. Не то, что сейчас рясы да пиджаки. Музей также является важным местом для изучения истории древних индейцев, и многие экспонаты представлены в контексте культурных и религиозных практик, таких как шаманы и так далее. Ну вот тут шаманский отдел пошел. Надеюсь, в конце экскурсии грибами накормят. Весь музей я, конечно же, не снял, но кое-какие экспонаты вот могу вам предоставить для вашего просмотра. В конце экскурсии нас привели в какую-то шаманскую комнату, абсолютно темную, вот с такой вот музыкой. И держали нас там минут так 5. Вот такая вот карта Колумбии и ее жители. Короче, зашаманили нас по полной. Сказали, если никакой сувенир не возьмем, самолет не долетит до Буэнос-Айреса. Вот решили пойти затариться чем-нибудь. Для тех, кто любит экономно путешествовать, лучшее место в Боготе – ресторан «Цукини». Там хоть все и по вегану, но вы поедите первое, второе, третье, и на двоих мы потратили всего 5 евро. 5 евро на двоих, первое, второе, третье. Вот здесь вот ресторан «Цукини». Город Богота довольно-таки расписной город в плане наскальных надписей. Весь город расписан в граффити. Но вот, проснувшись с утра, погуглив, я обнаружил на карте Google District граффити, район граффити. И вот что-то я решил сюда понаехать, поснимать, посмотреть, что такое район граффити. Так что следующие несколько минут в моем видео вы будете видеть множество различных граффити. Район граффити расположен в районе Ла Канделари, в центре Боготы, и занимает площадь около 10 кварталов. Этот район был официально создан в 2013 году по инициативе правительства по оживлению района, который когда-то был известен своим уровнем преступности. Но в данный момент все абсолютно безопасно, ходите абсолютно спокойно, никаких проблем, по крайней мере, в дневное время. Граффити в районе создаются как местными, так и зарубежными художниками и охватывают широкий спектр тем от политических и социальных до абстрактных, космических, ну, одним словом, видите сами. Граффити в районе не ограничиваются только стенами и зданиями. Также граффити можно увидеть на различных лестницах, тротуарах и даже электрические коробки вот эти разукрашенные бывают. Район граффити является одной из главных достопримечательностей Боготы. И он помог превратить этот район в яркий и динамический культурный центр. Здесь также регулярно проводятся туры и мероприятия, такие как ежегодный фестиваль уличного искусства в Боготе. Я бы сказал, район граффити находится в промзоне. Здесь полно складов, каких-то небольших предприятий, какие-то ремонтные мастерские. Ну, вот представьте себе, вы работяга, ходите работать в промзону на какое-то небольшое производство в своем городе. И вот ваша промзона такая вот яркая, вся в граффити, и постоянно обновляется. Куда интереснее выглядит, чем серые здания отечественных промзон. Катизм. Катизм не пройдет. Кто-то очень любит кошечек.
Короче, этот граффити-дистрикт находится в промзоне, по сути. И все эти разукрашенные граффити-здания – это какие-то складские помещения и производственные помещения. То есть на этом районе полно рабочего класса. И вот мы забежали в несколько кафешек есть, в которых, видимо, люди обедают. И такое, все такое. И вот они реально сами хлеб пекут, пирожки и все такое. Прям супер. Вот прям поел вот так вот. И это все вот так как-то. Заглянули в местный магазин посмотреть на цены и что там продают. Колумбийский Дублин. Сразу, так сказать, вспомнил о доме. Такая народная колумбийская еда. В листьях банана смесь. Бывает овощная, бывает мясная. Там картофан присутствует, бананы присутствуют, которые жаркие. Я вот в ресторанчике ел вегетарианскую опцию. Но вот очень прикольно, такой аромат получается от листа. Ну, лист, естественно, сами не едят, он так чисто для аромату. Арепас. Это тоже их традиционные блинчики. Это не сладкие, они соленые. Здесь есть кукуруза, здесь есть сыр, и здесь есть также гранула киноа. Но это версия новая, потому что оригинальная должна быть только из кукурузы, соль и все. И вот так вот. Но это тоже вкусно, полезно. То есть ты хочешь сказать, они близки к братьям-молдаванам? Не да? знаю. Но тоже кукурузку любят. Не знаю. Слушайте, у нас такая обнаружилась вещь в Колумбии, где бы мы ни ели, в каком ресторане, у них обязательно есть меню дня. То есть там входит первое, второе, третье. То есть вы можете его взять, либо, конечно, заказать из списка меню что-либо, но тогда вам будет готовить, вам придется ждать, там до получаса сидеть, ждать. Ну, в общем-то, вот меню дня просто рулит. Приходите первый, второй, третий, и все, и вы готовы путешествовать дальше. Одна из центральных улиц Боготы выглядит как развал, или как большой рынок, либо как секонд-хенд. Все вместе. Вот, например, вот так она выглядит в 4 вечера. Но где-то в 6-8, кажется, мне здесь просто не пройти. В один из вечеров мы набрели на замечательную кафешку, где все время на гитаре играли фламенго и тусили какие-то местные неформалы. В кафе довольно-таки неплохая еда, но и, как оказалось, слишком доступный алкоголь. Поэтому дальше в видео моей физиономии вы не увидите. Что здесь только не продают? Пати улица Боготы. Но все равно я чувствую себя большим. Estos son churros, ¿no? Estos son churros. Ну что, Виктория Дмитриевна, что скажете? Похоже на картошку. На картофанчик, да, на чипсы картофана. Но они такие соленые. Ну, соль, так сказать, дело насыпное. Да. ¿Puedo tocarla? ¡Ay, bonita! Ой, окей, perdona. Можно вот такой покататься. Центральная площадь Боливара. Здесь, я так понимаю, типа Крисмас-маркета что-то. Одним словом, местный government, местное правительство замутило какое-то театральное шоу. Я мало чего понимаю в испанском, но выглядит неплохо. Кое-что поснимал для вас, но мы до конца смотреть не стали. Идем тусить дальше. Решил я закончить свое видео на отличной ноте, на рождественском шоу, что мы посмотрели на центральной улице города Богота, площади Боливар. Всех поздравляю с праздничком, желаю всего самого лучшего. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить мне лайки. И следующее мое видео будет уже из города Медельин и из деревушки Гуатапе. Следите за моим каналом, смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем огромное спасибо за просмотр
И не забывайте, что жизнь у нас одна, а путешествовать нужно больше.